Андрей, зачем мы сюда приперлись? Я думаю, что это у нас небольшой тур. Покатать собачек и заодно при такой замечательной погоде костерчик. Что там у нас? Грудинка, яблочки. Грудинка, яблочки, сейчас будут Собачкам грудинки. надо отдохнуть. Покататься немножко. Собачки. Костюм новый испытать. Кстати, неплохой китайский, но неплохой костюмчик. Весь насквозь мокрый, а не чувствую, что мокрый. Да ты просто горячий сейчас. Подождите, снимем через полчаса, проверим. Ну вот, добыли мы мясо маленечко тут. Не зря мы в тайгу уходим. И немножко собачкам этого мяса досталось. Вот так вот. Это говядинка же, да? Да, конечно. Оленинка, говядинка. Как вам, ребятишки, говядинка? Один он чужой кусок съедает, а ты что не жрешь ты его? Идешь вот так по лесу, идешь, раз и смотришь, кусок мяса валяется. Давай ешь, а то заберу. А, ты слушал, он... я подошел к мясу, он сразу это забрал. Конкуренция. Так, кратенько. Молли и Саня меня сегодня порадовали. Ну-ка, не деритесь. Пусть дерутся. Один кусок, пусть они... Ты чё? Ты один уже сожрал. На. Один сожрал, второй хочет сожрать. Теперь придется мне в видосе пики ставить. Пик. Короче, меня Молли и Саня порадовали. Они маленькие, работящие, хорошие собачки. Почти что помнят команды. Ну, не всегда, но в общем-то помнят выполнять. Стараются, по крайней мере, стараются. Нам теперь осталось научиться просто стоять по команде стоять. А не рыскать влево-вправо, там кусты нюхать и разворачиваться и путать шлейки. На вопрос, где Хаки, могу ответить. Хаки была наказана. Когда мы стали собираться, она стала сбрасывать с себя шлейку, потому что шлейка была не в размер. Поэтому по двум причинам. Во-первых, шлейка большая, а во-вторых, она ее научилась сбрасывать. Поэтому мы с двумя поехали. Я думаю, я ничего не потерял. Я выяснил, скорость значительно больше. Все-таки Хаки у меня это, как называется, шоу-собачка. Шоу-собачка. Да. Диванная, да. Да, диванная собачка. Она чудная, но большой упряжки она нормально будет. Потихоньку же мы едем всегда. А вот так вот, когда, в принципе, нет смысла ее брать с собой. Я противник деления собак на шоу-собак и спортивных собак. Почему? Потому что все они выращены. У них одни и те же предки. Они аборигенные собаки бывшие. Они выросли, росли. Но, конечно, если собаку долгое время отучать от бега, приучать к дивану, ездить только на выставки, не кататься на ней вообще из поколения в поколение, то она потихонечку превратится в плюшевую и такую ласковую игрушку. Но, если собакой заниматься, в одном поколении заниматься, в другом поколении заниматься, в третьем поколении заниматься, из нее получится замечательный пес. Может быть, это, конечно, не суперспорт. Суперспорт, скорее всего, надо выбирать еще генетически. Более длинные лапы, там, мощные какие-то собаки. Почему пес, а не сука? Ну, просто, блин, у меня кобели. Я вот считаю, что кобели бегут очень хорошо. А они я мощные, за сук, они для этого умные, предназначены. Суки умные. Суки более территориальны. Умные они, Ну, суки. у них своя территория, они хозяина, может, больше как-то. А у меня кобели, они мощные, красивые и прям супер умные. Я за кобелей. Ну, может быть, когда у меня появится сука, она скоро появится, я так думаю, то я уже буду, наверное, и за сук, и за кобелей. Но пока у меня кобели... Че, он тебе нос раздырявил, что ли? Где? Подрались, да он нос в крови. Мелкий ты гаденыш. Все-таки забрал он мясо у него? Не, ну... У меня мелкий, он очень наглый. Смотри, он забрал у него опять мясо. Но этот покрыт. Нет, это вот этот сожрал кусок. И второй хотел сожрать, старший. У него, видишь, нос в крови. У старшего нос в крови, да? Не, у младшего. Ну старший, видать, зацепил. старший его построил, ну Да, ладно. зацепил его. Ну немножко. Царапинка. Ну, если бы он его подрал, я бы поругал сильно. Не, ну это отношения выясняет. Ну, кобели они постоянно. А говорят, если суки начинают выяснять отношения, их вообще не остановить.
Они насмерть, просто насмерть. А мои-то... Они уже в вольере начинают выяснять отношения, но я сразу пресекаю. Я даже не ленюсь из дома выйти, чтобы пресечь сразу, чтобы у них Ну, вот они, это... они воюют как-то насмерть. А эти немножечко, там раз-раз кто-то все равно подчинится. из Да, кобелей. да, да. Кто-то подчинится. А эти нет, наверное, ни одна не хочет. На смерть дерутся. Да, не хочет подчиняться. Ну, вот эти вот, в общем, вот эти, кстати, более лояльные, но они тоже дерутся, но они лояльные. А вот Хаки, она вроде бы и помельче их всех, но она первая родилась, и она и она добрая к людям, она очень добрая ко мне, но с ними она их строит, падла, она прям претендует на лидерство, хотя она физически слабее. Ну вот у меня мелкий, расскажу случай один. Шли мы как-то гуляли во дворе, и у нас есть там нелюбимый сенбернар, который вообще не любит моих собак. Вот такая вот кобелина, вот такой высоты. Идем раз, и этот сенбернар без поводка несется к нам. Таким шагом, как они обычно, быстрым. Думаю, ну все, сейчас будет бойня. Я не знаю, что, то ли своих собак отпустить, то ли наоборот их держать. Но в итоге я их сдерживаю, подбегает сенбернар, начинает кидаться. У меня мелкий, как, давай его долбить просто. Он вот так вот в стороны поворачивается и не понимает, кто его кусает, где кусает. А он как лайка со всех сторон, как Да, медведя. бах, 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 бах. Тот опешил. Я грохнулся со страху. Я их держал, держать не могу, падаю. Старший на него кинулся. Мелкий вообще стал отвоевывать просто свое лидерство. Он прям первый кинулся в бой. Короче, сенбернар опешил, развернулся и пошел. Все, ему дали дюлей. Сенбернар опешил и пошел. Опешил? А ты, маленькая, что рычишь на свою сестричку? А, та уже съела. Молли, ты уже все скушала? А, у нее и косточка маленькая была. Ты маленькая моя. Это... Не на тебя рычит? Не, она рычит на Молли. Они, когда это, у нее кость большая досталась и большая, это, сахарная это. И она ее теперь будет, вот искать, до дома поднесет, наверное, скорее всего. Не, здесь закопают, он придут и съедят. Не, ну у нас мясо на подходе, я должен это снять, правильно? Яблоки мы забыли. Я же хотел яблоки попечь. Сейчас перекусим. Кусочек мяса висит, а я беру и вот так вот. О, все. Собачки на нас... Девочки. Мальчики. Собачки на нас обижаются, потому что... Что не дают. Съели вот по такому кусману. Еще и обижаются. Как я люблю вот так побродить. Аляска так визжала, когда мы уходили в доме закрытая. Вообще. Катастрофа. Зима наступит, они все будут в одной упряжке, все нормально им будет. А сейчас всех не возьмешь. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, ребят, приветствую всех, чтобы все так жили. И еще лучше. И не на несколько ступенек, а в разы лучше. Тогда все будет классно. Это песня. Это песня. Это песня. Андрюх, ну зачем показывать, как я жру? Ну, нужно. Вырежешь лишнее. Я и не буду ничего вязать, мне лень. Хочу толкнуть очень 20-секундную речь. Дело в том, Время пошло. что мы приезжаем, проводим время, жарим то уточку, то мяско, немножко прокатимся с собачками и сидим отдыхаем. Очень хочется, чтобы вот эти небольшие наши путешествия или туры в лесу превратились в нечто, ну, чуть-чуть более масштабное, чтобы у нас людей было побольше, и темы могли развить более интересные, и покататься подольше. Но покататься подольше, я думаю, это надо осенью, а зимой, ну, короче, надо готовиться осенью к зиме, а летом хочется собираться почаще нашим небольшим, вот, но дружным коллективом. Очень дружный коллектив. Это очень дружный коллектив. Все? Ну хорошо, Андрей. Я думаю, твои слова да богу в уши. Если будет большая тусовка, то будет много хороших соревнований. Ну да, будет поинтереснее немножко. Мы можем чем-то обмениваться опытом, разговаривать.
покататься. Лес здесь, трассы хорошие. Даже в дождь сегодня прокатились. В принципе, по мне видно. Весь Ну, грязный. ты не видел, как я урылся. А я урылся. Я тоже сегодня Я в колею провалился и свалился на бок. А мои в луже остановились. С машины-то я их не вывел, не погуляли. Сразу в путь, поэтому в луже остановились. Что Андрей забыл кружку, и чай ему пить нечего, и вот тут мы помудрили, и вот такую фиготень сделали из бересты. Так, подожди-ка, Андрей, вот так. Вот она. Замочек-то надо было показать. Вот такую штучку. Конечно, это не наша идея, это потыренная идея из интернета, не помню у кого, у каких-то ребят, таких бродяг, которые много снимают. А слушай, пригодилось. Сейчас Андрей чай попьет с сахаром и расскажет. Ты расскажешь? Обязательно расскажу. Я еще хочу края немножко подровнять, она будет кругленькая и красивая. Ну давай, ты делай, а мы сейчас будем. Я пойду чай заварю. Давай. Кружечку почистили, усовершенствовали Васильича. Ручка. Края скруглены. Почему, Васильевич, твоя кружка? Ну, кружка-то моя, сделал-то Васильич. Ну, я идею просто вспомнил, а ты же сейчас доработал ее, закруглил все. Сейчас бы еще чаек туда налить, посмотреть. Давай, наливай, ну-ка. Ну-ка, наляшка не протечет. Потихонечку лей, он когда через крышку бежит, когда много льешь. Через крышку? Видать, снизу надломило, А, и где-то в одном месте потекло. Ну, она сейчас, наверное, намокнет и забьется. Да, она намокла и забилась. ну все. Ну, по крайней мере, выход из... Вот сейчас бежит, когда ты наклоняешь. Надо с другой стороны пить, наверное. А вот она, трещинка. Ну, просто кора толстенькая, сломалась. Вот здесь вот она стекает, вот. Надо, что вот этот борт, в следующий раз, вот этот бортик, вот он. Угу. Она в него попадает. то И есть, течет, ну, чтобы просто он был чуть-чуть выше. ну ты просто через этот край пей, чтобы туда не попасть. Или развернуть немножко. Да, Понял. просто пей через этот край. Давай я тебе налью. Блин, не с руки, придется с левой. Ну, что было, что? Вот так вот. О, маленько попил потом это. Ну, я не могу, конечно, отказывать себе в чае, но я с собой беру вот эту штучку от термоса, поэтому я могу пить. Ну, все равно из положения-то вышли, да? Да. О, еще сейчас горелое мясо надо есть. А, пока мы хренотенью занимались, мясо сгорело? Угу. Ну, Пожарилось очень сильно. давай доедим. Это пока я ходил, там, пока мы новое место рассматривали. Не, почему? Я его периодически переворачивал, а тут пока кружечку дорабатывали, пока то, пока все. Видишь, она черненькая стала. Ну, а то То должно быть вообще нормальное, но посмотрим. это ребрышки. Да, ребушки. Да, ребушки нормальные. Сейчас подрежем, посмотрим по цвету. Отлично. Ну, все. Сказал бы medium well, но, во-первых, это не говядина, а во-вторых, medium well это немножечко розовенькое. А это у нас максимальная прожарка. Как ты думаешь, Андрюх, вот этот наш видос будут смотреть люди так долго? Мы что так много наснимали всякой хренотени? Мы подрежем немножко и сделаем самый красивый момент. Только Может быть, 2 хренотень. видео будет. Рассказ про глухаря отдельно, про мясо отдельно. Не, я даже подрезать не буду, я все кучей выложу, а люди сами определятся, смотреть или не смотреть. Глухарик, может быть, и там не то чтобы совсем нужен. Это Леший тут нам и дров накупил, напилил, и поэтому мы к нему сейчас в гости пришли. Ну, очень, скажем, сказочно. Очень сказочно. У лукоморья дуб срубили. Ну, здесь вот похожая ситуация.